Всем привет, с вами канал Планета Земля. Сегодня речь пойдет не об акулах, не скатах или глубоководных фантастических тварях. Все это до крайности банально. Сегодня мы поговорим о дельфинах. Так что нам говорит Википедия? Что это водные млекопитающие инфроотряда китообразных, принадлежащие либо к семейству дельфиновых, бороздящих моря и океаны, либо к надсемейству речных дельфинов. Они же пресноводные, плавающие в реках, озерах и других водоемах, откуда можно попить водички. Виды семейства дельфиновых, те, которые морские, обитают во всех открытых морях и иногда заходят в устья крупных рек. Представители семейства пресноводных или речных дельфинов имеют гораздо более ограниченное распространение. Большей частью они населяют внутренние пресные водоемы, хотя некоторые из них могут проникать и в прибрежные зоны морей, то есть наоборот. Итого насчитывается 43 вида дельфинов, 38 живут в соленой воде и 5 в пресной. Тело дельфинов идеально приспособлено для движения в воде и позволяет им очень быстро плавать. Этому также помогает очень эластичная и гладкая кожа, благодаря маслянистым выделениям, облегчающим скольжение в воде. Длина от 2 до 4 метров, вес от 150 до 300 килограмм. Спиной плавник, если есть, обычно скорее серповидный, чем треугольный. Если он не загнут, то очень высокий, как у самца касат. У большинства дельфиновых челюсти образуют хорошо развитый рот, он же клюв, в котором находится от 200 до 300 зубов. Один из рекордов для млекопитающих, не забываем, дельфины ими являются. Зубы имеют форму остроконечных шипов, идеальную для удержания скользкой добычи. Но хватит теории, пора приступать. Свои стаи дельфины образуют недалеко от побережий. Живут и охотятся большими семьями. Геолокацию менять не любят, предпочитая прессовать местных обитателей до исступления. Крики и визги знаменуют начало рейда, то есть охоты. Целью вылазок становятся рыбные косяки и другая морская дичь, которая может пойти на закуску. Обнаружив потенциальную добычу, дельфины окружают ее, оглушая высокочастотным криком. Но на обед бандита может пойти не только мелкая рыбешка. Иногда на стол попадают даже маститые хищники. Акулы, скаты, осьминоги становятся великолепной пищей для голодных афалин. Кстати, за день дельфин способен съесть 10-15 килограмм рыбы. Человечество, смотря на дельфинов, задается вопросом, почему он улыбается. Секрет фирменной миловидной улыбки афалины заключен в жировых отложениях на щечках. Как и люди, дельфины обожают вкусно покушать. Ну и это от того этого. Кто не любит вкусно поесть, крепко поспать и пылко полюбить кого-то? Особенно все вышеперечисленное актуально для самцов. Но что делать, если самка одна, а парней много? Но это дела дельфинии. А я приведу немного интереснейшей информации. Дельфины – умнейшие животные. Их интеллект часто сравнивают с интеллектом человека. Дельфины общаются звуками, которые не слышны человеческому уху. Дышат легкими, и у них нет жабр, и способны задержать дыхание в среднем минут на 10, иногда на 15, и погрузиться на глубину до 300 метров. Кстати, не могут смотреть прямо. Они поворачивают голову, чтобы что-то увидеть. Как озвучивалось ранее, у дельфинов есть зубы, но они предназначены только для захватывания добычи. Дельфины не жуют, а сразу глотают, хотя на языке есть вкусовые рецепторы. Да, кстати, охотятся при помощи эхолокации. Дельфины могут оглушать свою жертву высокочастотными звуками, а еще у них есть сонары, и сонары у дельфинов лучшие из лучших. Обычно дельфины передвигаются со скоростью от 5 до 12 км в час, но есть некоторые виды, которые развивают скорость до 40 км в час и могут выпрыгнуть на 6 метров над уровнем моря. В среднем дельфины живут 20 лет, но отдельные представители доживают до 50. И немного инфы о видах. Афалины – дельфины, которые изучены лучше других видов дельфинов. Они очень дружелюбны и легко обучаемы. В свое время афалин учили находить мины, спасать людей и даже уничтожать вражеские подводные лодки. Правда, стоило это дельфинам жизни. Они обитают в мировом океане и питаются кальмарами, рыбами, моллюсками, осьминогами, каракатицами и прочими морскими штуками. Афалины настолько крутые, что могут спасти человека от нападения акулы, а может и наоборот, утащить куда подальше. Ну типа поиграться, а дальше сам. Если в стае есть больной или слабый дельфин, то вся стая будет ему помогать. Самый крупный вид дельфинов – касатки. Они считаются свирепыми убийцами. Чего не скажешь о белобрюхих дельфинах. Они самые малоизученные из дельфинов. Их насчитывается всего около 4000 особей. Белобрюхие дельфины обитают вдоль чилийского побережья. Больше их нигде не встречали. Такая же судьба и с черными дельфинами, которые находятся на грани исчезновения. Розовый дельфин – уникальный вид, который живет в Амазонке. А теперь немного истории. В Древней Греции за убийство дельфина казнили. Греки называли дельфинов священная рыба, а в Индии дельфинов считают личностью, именно поэтому содержать дельфина в неволе недопустимо. А вот статуя Аполлона в Дельфах имеет вид дельфина, а в Древнем Риме считали, что дельфины проводят душу к островам блаженных. Не прошли стороной и умные мира сего. Ученые доказали, что около 49 миллионов лет назад дельфины ушли жить под воду. До этого они обитали на суше. Плавники раньше имели форму пальцев, и к этому выводу пришли ученые. Они считают, что раньше дельфины были меньше, то им
нашептал? Неизвестно, доверяй, но проверяй. Некоторые ученые считают, что дельфины, подобно людям, имеют свою цивилизацию. А еще считают, что эхолокация появилась у дельфинов совсем недавно. Они выяснили, что афалины общаются с помощью 17 звуковых сигналов. После подглядели, что дельфины едят много, но никогда не полнеют и не страдают ожирением. Опыты не помогают понять уровень интеллекта дельфинов, но все уверены, что дельфины очень умные. Самочки дельфинов принимают роды у своих сородичей, помогают им родить. И еще дельфины единственные, кто рожает детей хвостом вперед. Необычно, но факт. Звук, который издают дельфины, благотворно влияет на человека. И есть такое лечение, как дельфинотерапия. Общение с дельфинами помогает детям с аутизмом, с синдромом дефицита внимания и с церебральным параличом. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Пишем комменты, не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами был канал Планета Земля.